Доброе время суток. Меня зовут Максим. Я композитор и звуковой дизайнер на проекте команды, которая разрабатывает 3D-ролевую игру в стиле готики по вечерам. Она занимается этим проектом около пары недель, поэтому я сразу же начал погружаться в мир игры последующие пару дней. Процесс погружения был довольно мягким, потому что в данный момент еще нету билда игры, чтобы поиграть, или масштабных дизайнерских документов для чтения. Прочитав то, что я мог найти, я примерно понял ориентировочную атмосферу мира и вспомнил отличный референс в виде игры A Plague Tale. После прослушивания саундтрека игры я выделил несколько хороших музыкальных композиций как референсы для будущей музыки в направлении битвы, исследования и сюжетных сценах. Из-за копирайта и продолжительности я не буду включать их, поэтому название можно увидеть на экране. Каждая композиция довольно интересная и содержит в себе достойную основу идей, которые я реализую в дальнейшей музыке. Сюжет игры пока что находится в разработке и описывается вот так. Маленькая девочка слышит грохот в родительской комнате, в которой находятся ее мама и папа. Через некоторое время наступает тишина. Девочка заходит в комнату и видит только пустоту, кровь на полу и музыкальную коробку, играющую простую мелодию. Немного придя в себя, она выходит из дома и идет исследовать мир, желая искать родителей и понять, что с ними случилось. В данный момент игра будет иметь 3 локации с 3 сюжетными вставками, поэтому во время эксперимента пришла как раз и идея музыкальной шкатулки, которая с каждой встречи с сюжетной частью будет играть все больше и больше нот, начиная с простенькой мелодии в начале и заканчивая целым отрывком в конце. Сейчас я все еще экспериментирую над новыми мелодиями на музыкальной шкатулке, но вторая версия все больше и больше начинает нравиться мне. После парочки изменений она сумела расцвести, став немного сложноватой, но для музыкальной шкатулки это самое то. Я планирую ориентироваться на эту мелодию и вариации в последующей музыке, как для битв, исследований и сюжетных сцен. Мелодия музыкальной шкатулки станет вроде как даже главной темой, хоть и композиция с аранжировкой будет главной темой поинтереснее. Возраст музыкальной шкатулки будет все уменьшаться и уменьшаться, влияя на звук, выдаваемый из нее, тем самым под конец сюжета шкатулка будет звучать очень ясно, а в начале довольно мутно. Музыка в игре будет делиться на 3 вида: для сюжетных вставок, для переходов между битвами и самими битвами. Логика подсказывает, что отличным способом создания музыки будет послойное создание, которое будет подключать интенсивные боевые слои в момент начала битв и отключать их при переходе в обычное исследование по миру дальше. В данный момент в демке игры отодвинуто на потом создание исследовательских закоулков, поэтому эта идея звучит отлично, но в будущем возможно добавится исследование мира. Вот там нужно будет в фазу исследования полностью переключать музыку на исследовательскую. Иначе музыка битвы с малой интенсивностью попросту не подойдет. Очень информативными по этому вопросу были документальные фильмы по разработке слэшера Hades от NoClip. Там композитор сделал основной спокойный боевой слой постоянным, гитара, а при появлении врагов на уровне подключал второй боевой интенсивный слой. Также был установлен F-мод в Unity, тем самым давая мне доступ к большим возможностям middleware и не особо мешая программистам с постоянными изменениями звуковых компонентов всех объектов на сцене. Так как сейчас нету билда и ожидается, что он появится через неделю-полторы, то моя задача была проанализировать F-мод проект игры Celeste еще раз. До этого я анализировал где-то год назад и был утенком, а также почитать документацию F-мод ради поиска новых вещей, которые я не использовал в прошлый раз вследствие моего состояния утенка. Благодарю за просмотр.